Всем привет! С вами Ольга Сергеева, и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о том, почему «3000 лет желаний» 2022 года – это один из самых лучших фильмов режиссера Джорджа Миллера. И зачем вам его нужно обязательно посмотреть, и может даже не один раз. А еще, насколько важно рассказывать истории и как они влияют на нашу жизнь. Итак, поехали! В эти печальные дни плавного, но поступательного умирания кинотеатральной системы в России на экраны все же выходят замечательные авторские фильмы. И здесь нам с вами, настоящим киноманам, надо бы порадоваться. Наконец-то хорошее кино дойдет до глубинного зрителя, который смотрел исключительно блокбастеры. Спустя 8 лет после своего хита «Безумный Макс. Дорога ярости» от австралийского режиссера греческого происхождения Джорджа Миллера все же ожидали снова грома и молний, а также зубодробильного экшена. Тем более, что тизер нового фильма все это нам обещал. Но даже сам постановщик назвал свой новый фильм антибезумным Максом, чем указал на полную противоположность тому, что от него все ожидали. Премьера фильма состоялась в мае 2022 на Каннском кинофестивале. И это тоже знаковый момент. Искушенные зрители и кинокритики встречали фильм стоя, 5-минутной овацией. Сейчас уже известно, что картина таки в мировом прокате провалилась. Но вот в России касса и рейтинг фильма просто отличные. Вы скажете, это от того, что было нечего больше смотреть. Я скажу, это от того, что фильм прекрасен. Сразу отмечу, что это всего лишь 11-й полнометражный фильм Джорджа Миллера с момента его режиссерского дебюта в 1979 году, и в свои 77 лет он наконец-то имеет полное право рассказать нам свою личную, любимую историю. Еще в середине 90-х постановщик был поражен небольшой новеллой британской писательницы и интеллектуалки Антонии Байет «Джин в бутылке из стекла соловьиный глаз». В ней в форме сказочного изложения идет рассказ о вечной и глубокой связи переживаний в жизни отдельного человека с глубинным мифологическим прошлым цивилизации. Дочь Миллера, Аугуста Гор, помогла ему в написании сценария, пока он долго вынашивал идею фильма и искал подходящий каст. На главные роли в своем проекте он пригласил известных, харизматичнейших британских актеров. Тильда Суинтон – незабываемая исполнительница многих ролей в интеллектуальном артхаусном кино, которая также прекрасно себя чувствует и в мейнстриме. Она работала с главными величинами авторского кино, от Джармена, Джармуша и братьев Коэнов до Уэса Андерсона, Пон Джун Хо и Апичатпонга Версетакула. Здесь она воплощает образ Алитеи, нарратолога, специалиста по литературным мифическим текстам. Идрис Эльба играет волшебного джинна, исполняющего желания. Актер приобрел мировую известность после сериала «Лютер» и сейчас также успешно снимается в зрительских фильмах разных жанров, от супергеройского Тора и постмодернового вестерна «Тем больнее падать» до мелодрамы «Между нами горы». На роль принца Мустафы был приглашен молодой итальянский композитор и певец Маттео Бачелли, сын известного оперного тенора Андреа Бачелли. Это его первая работа в кино. Ссылочку на видео с чарующей песней в его исполнении в титрах фильма я разместила в комментариях к этому выпуску. Миллер рисует яркий и запоминающийся образ принца на белом коне с розовой гривой и хвостом и смело смешивает реальность и вымысел. Кстати, в Турции XIX века на самом деле лошадям часто красили гривы в розовый цвет. А Амита Лагум, топ-модель и победительница африканского конкурса красоты из Уганды, играет царицу Савскую, загадочную фигуру, впервые упомянутую в Библии. В оригинальном тексте рассказа она сама доставляет царю Соломону караван с ценными дарами. Но Миллер не нашел никаких подтверждений исторических упоминаний о ней. По его словам, она больше в мифологии, чем в истории. Это позволило ему и его дочери и соавтору сценария Аугусте создать свою собственную фантастическую интерпретацию образа и связать ее с джинном и его прошлым. Юный Каан Гулдур играет Мурада IV, который десятилетиями был султаном Османской империи. Став взрослым, Мурад был известен своей жестокостью и авторитарным характером. 11-летний турецкий актер Гулдур уже успел к моменту съемок сняться в фильмах «Аквамен» и в сериале «Проповедник».
Решение исследовать Мурада в детстве – еще один особый способ, которым режиссер смешивает исторические факты с вымыслом. К слову, в фильме играет целая команда прекрасных турецких актеров, многие известны зрителям по сериалам. Например, Эдже Юксель вы могли видеть в телевизионном шоу «Великолепный век». Образ загадочного человека в аэропорту воплотила австралийская паралимпийская пловчиха и артистка Сара Хоуболт. При своем врожденном заболевании и почти полной слепоте она получила степень бакалавра искусств и социальной работы в университете Квинсленда. На Олимпийских играх 1999 года в Бангкоке завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль, а на Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее была 7-й. В картине звучат множество языков. Мы слышим английский, турецкий, древнегреческий и даже русский. Да-да, я же давно вам советую смотреть фильмы в оригинале, ведь именно этого вы и не заметили в кинотеатрах в дублированном варианте. Джордж Шевцов – один из ведущих актеров Австралии. Его без сомнения можно назвать самым известным из этнических белорусов австралийского континента. Волонтер и создатель документальных фильмов о живой природе Австралии, он сыграл старца-рассказчика, который на русском языке рассказывал истории Мураду и стал его единственным и последним утешением. Над костюмами трудилась талантливая художница Ким Барретт, известная по своим работам в визуально впечатляющих фильмах «Матрица», «Ромео плюс Джульетта» и «Аквамен». В 3000 лет желаний она опиралась не только на конкретные исторические периоды и реальных персонажей, но одновременно и на современность. Художница скорее вдохновлялась эпохой, вплетая при этом в нее элементы модерна. Таким образом, решалась основная задача Миллера – переплести мир фантазии с реальностью. Стиль художницы отличается четким разделением костюмов героев по цветам. Персонажи фильма сгруппированы по зеленому, белому, красному, золотому оттенкам. И это также делает фильм визуально запоминающимся и уникальным. А над саундтреком работал голландский композитор, мультиинструменталист и диджей Том Холкенборг. Его вы знаете по фильмам «Бэтмен против Супермена», «На заре справедливости», «Безумный Макс», «Дорога ярости» и многим другим. Его лирическая тема фильма сравнима, пожалуй, с чарующей музыкой Шигеру Умибаяси из «Любовного настроения» Вонга Кар-вая. О чем же фильм «3000 лет желаний»? Главная героиня Алитея Бини – наратолог, человек, изучающий повествование и его структуру в рассказах и литературе. Ей за 50, она довольна своей жизнью, самостоятельной, рациональной и независимой. Читает свои лекции по всему миру и уже абсолютно ничему не удивляется. После одной такой лекции в Стамбуле Алитея находит стеклянный сосуд в одной из лавок на городском базаре. Из него и появится волшебный джинн, который попросит за свое освобождение выполнить, как водится, 3 желания. Алитея прекрасно знает все хитрости и манипулятивность таких предложений. И тогда джинн рассказывает ей истории из своей жизни, полные потерь и любви. И чем больше рассказывает джинн, тем сильнее начинает сомневаться героиня в своих убеждениях. Повествование джинна делится на 4 истории, каждая из которых имеет свое название и героев, что роднит его с литературной традицией. И все они связаны джинном, ненадежным рассказчиком. Поговорим о смыслах. Вся история происходит в течение нескольких часов в гостиничном номере, но мы за это короткое время погружаемся на 300 тысяч лет назад и пытаемся ответить на вечные вопросы мироздания: что реально, а что вымысел, какова природа любви и как она зарождается, а еще как работает миф и наука в современном мире. Противоречат ли они друг другу или одно является продолжением другого, и как они влияют на нашу жизнь. История 3000 лет желаний подобно очаровательным сказкам «Тысячи и одной ночи», трогательно и тихо подводит нас к простым, но в то же время парадоксальным ответам. В основе фильма лежит конфликт между материальным в лице Алитеи и вечным в образе джинна. Алитея – рациональность и ум, джинн – эмоция и желание. Алитея смертна, джинн вечен. Алитея уверена, что в каждой истории должна быть поучительность. Джинн считает, что это не всегда так, и утверждает, истории своей жизни мы творим сами.
В следующей части моего видео будут спойлеры, и тем, кто еще не смотрел фильм, я рекомендую познакомиться сначала с картиной, а потом продолжить просмотр. Один из смыслов фильма лежит на поверхности. Он об историях в нашей жизни. В форме сказок, мифов, легенд, литературных произведений и, конечно же, фильмов мы можем познавать мир не хуже собственного опыта. Он коллективный, многих людей вместе и каждого по отдельности. Впитав его, наша жизнь становится богаче и осмысленнее. Опыт поколений и свой мы выражаем в форме историй, которые являются собой символы и метафоры, как и сама история, рассказанная этим фильмом. Через истории мы выражаем смыслы, доносим их себе, своим собеседникам, целым новым поколениям. Другой явный смысл – это фильм о природе и значении желания. Из короткого рассказа Алитеи о себе мы узнаем о том, что в одиноком детстве она придумала себе друга Энцо. Выдуманные ею истории про него помогали ей справиться с миром. В итоге она отказалась от вымышленного друга и сожгла все свои записи. В молодости она желала того, что все ожидали от нее. Алитея пыталась заменить Энцо живым ребенком. В семейном альбоме все обрывается на фото УЗИ малыша Энцо, который так и не появился. Затем расставание с мужем и погружение в работу. Изучение чужих желаний и мечтаний для Алитеи становится ее новым безопасным смыслом. Она больше ничего не желает. Желание для нее – это ловушка, обман, вечные скорби и печали. Алитея выбирает небытие. Рассказ Джина о забвении очень откликается в душе героини. Она узнает в рассказах себя и вдруг начинает чувствовать, что к ней снова постепенно возвращается задавленная и давно забытая способность желать. А желать в фильме значит жить. Встреча Алитеи с Джином в фильме была не случайна. Это тот же Энцо, который воплотился в нового друга, о котором она напишет свою книгу и уже навсегда оставит себе. И третий, не такой очевидный, так как более сложный, но наиболее важный и актуальный смысл. Историю можно прочитать еще и как путь женщины к освобождению. Попробуем разобраться, как этот смысл работает в каждой истории фильма. Первая история о том, как Джин попал в бутылку, и о царице Савской Шебе. Женщина была свободна, но после того, как Соломон, мужчина, разгадал ее загадки и сказал ей, что она хочет, отдала ему себя, свое тело, а ее ум и индивидуальность перестали быть важными. Расставание со своим естеством и природой, органичностью мы видим в акте лишения волос на ногах для того, чтобы понравиться царю. Свободу в образе Джина Соломон отнимает, заточив в медную бутылку. Интересно, что главенство женщины подчеркивает режиссер и тем, что меняет сюжет легенды. В ней Шеба приходит к Соломону с расспросами и загадками, а в фильме же царь идет покорять царицу Савскую. История вторая – забвение Джина. Это история о влюбленной рабыне Гюльтен, которая возжелала принца на белом коне и приложила к обладанию им все, в том числе и сверхъестественные силы. Свободу девушка, не задумываясь, использовала на получение мужчины и утверждение в статусе жены, а ребенка как способа укрепления связи. Это вторая ступень развития женщины в обществе. Третьего желания Гюльтен так и не назвала, фанатично убежденная в правильности своего выбора. Итогом становится ее жертва. История третья. Два брата и великанша. Теперь разберемся, что происходит с рожденными от женщины мужчинами. Перед нами два брата, две противоположности. Мать здесь показана как вспомогательный и не главный персонаж, потакающий желанием своих сыновей. Она все время на втором плане. Свобода видит Джина, всю историю покоится на дне бутылки, под камнями бассейна и наблюдает за происходящим. Мужчины занимаются войной и развлечениями. Насилие и бессилие – вот два слова, которыми можно охарактеризовать этот период. Оба брата не обладают свободой, в их жизни нет любви. Мучительная тоска по ней свирепого и надломленного собственной жестокостью Махмуда и безразличие к ней инфантильного, избалованного Ибрагима ведут в никуда, в забвение.
Свобода лишняя в мире мужчин и покоренных пышных женщин в меховой комнате, которые также абсолютно не нуждаются в ней. Но она есть и ждет даже на дне самого глубокого океана. История 4. Последствия Зефиры. Мы переносимся в 19 век. Это история невоспетого гения, молодой женщины, которая загадывает желание познать мир, развить и использовать для этого свой ум. Джин влюбляется в нее, он помогает Зефире, восторгается ее талантами, но потом не хочет выпускать женщину из клетки ее ненавистного дома и брака, эгоистично пытаясь оставить ее только для себя. Тогда она произносит свое роковое желание. В этой истории радикальный протест женщины против мужского деспотизма в любой форме. И еще одна история, 5. Я ее назвала «Рамочная». В оригинале название фильма звучит как «3000 лет тоски». Это еще больше проясняет смысл произведения, ведь тоска – это томительное, тягостное ощущение острого недостатка в ком-либо или в чем-либо. Наша героиня Алитея проходит вместе с историями Джина все фазы развития женщины в современной цивилизации, от полной принадлежности мужчине и растворения в нем, использования ее как инструмента для получения потомства, к созданию собственных талантов, самосознанию и реализации. Это история о тоске женщины по свободе, но это также и история о тоске мужчины по свободе женщины. Мы так и не знаем, был ли на самом деле Джин. Многое в фильме как раз говорит об обратном. Но совершенно точно, что Алитея – это последняя история в фильме, но не последняя в истории развития женщины. Она познает себя и отпускает то, к чему привязывается, кого искренне полюбила, так как понимает и уважает его свободу и выбор. Именно поэтому она исполняет свои желания сама, описав в книге всю историю о Джине. И теперь она, женщина, может осознанно пользоваться своей свободой. В финальных кадрах мы видим определенный итог. Влюбленность проходит, дети вырастают. Что нам останется в финале? Истории, которые помогут нам жить, в которых мы видим смысл и которые мы напишем сами. В 3000 лет желаний Джордж Миллер смешивает впечатляющее экранное зрелище с философскими размышлениями о природе любви, свободе воли и выборе. Представленная на суд зрителей и кинокритиков картина получилась пышной и сочной по своему изобразительному ряду, но в то же время тонкой и изысканно интимной по смысловому. Похоже, что режиссер поведал нам в фильме что-то очень важное для него самого. И сам, как прекраснейший рассказчик, смог разбудить в нас этой удивительной волшебной истории неподдельные живые чувства и желания. А какие смыслы в фильме увидели вы? Буду очень признательна, если вы поделитесь ими в своих комментариях. А на этом у меня все. Берегите себя и своих близких. На канале Кинотрафик с вами была Ольга Сергеева. Подпишись и не забудь про лайк.